Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Второй прогноз, развилка. Конец июля, август, момент перехода между прошлым и будущим. Давайте узнаем, что вот в этот период случится или произойдет. И, конечно, останемся реалистами. Вообще, планетарно-астрологически, период этот ожидается более спокойный. Кому-то может показаться, елки, ничего не происходит, какой-то ну, штиль полный, и не всем это нравится, правда. А кто-то наоборот скажет: ну, наконец-то какая-то путаница закончилась, дай-ка я отдохну. И это будет правильно, потому что посвятить отдыху, восстановлению сил — прекрасный период. Могут вернуться бывшие, и не факт, что это будут те персоны, которых мы рады видеть. Люди могут быть в этот период разные, из разряда тех, которые мы называем токсичными. Потому что новолуние во Льве 24 июля, самый конец июля, мы можем и чувствовать где-то с 20-х уже чисел, что какая-то турбулентность. Люди как-то себя проявляют странно. Поэтому к этому нужно быть готовому и не воспринимать все буквально. Как будто мы должны учиться перепрыгивать через вот это мировосприятие людское. Мы на это не влияем. Но у вас это получается лучше всех. Вы можете столкнуться даже с какой-то историей. Вот если мы говорим бывшие, какой-то человек, который харизматичный лидер. Но ведь это, знаете, это больше те, которые дают приказы, советы. Делай так, не, это, не делай эдак, или сделайте наоборот. Ну вот какая-то демаркационная линия, может быть, вы уже даже подвели какие-то итоги, а человек вернулся или себе напомнил. Может быть, напомнил в ожидании вашего ответного шага, но, может быть, и вы будете кого-то возвращать, а человек уже закрылся. Вот такое я тоже допускаю. Ладно, первый вопрос. Что происходит в вашей жизни сейчас? Что накипело, может быть, и так, да? А второй вопрос у нас будет, чего вы не видите. Но чтобы второй вопрос раскрыть, давайте попробуем раскрыть первый. Так что там происходит в реальной жизни сейчас? Как карты видят энергии ваши? Что происходит сейчас? А вы сами где-то так можете замылить себе глаза или наоборот. Вот тут по-разному. Тут именно эмоции нами господствуют. Это может быть, знаете, как воспоминание, может быть и сожаление, а может быть и внутренние страхи. Все же карта искаженного восприятия. Девушка, она нам показана в одной среде обитания, а вот то, что она видит в зеркало, это как будто совершенно другое. Поэтому не добавляйте путаницу. А может быть какой-то вопрос вам нужно решить рационально, а вы не знаете, как к этому подступиться. Или вроде бы душа и просит, а вот делать как-то ничего не хочется. И такое я тоже допускаю. Но, видимо, преодолеть это придется по пажу Пентаклей. Нас тут, знаете, какие-то реальные события могут вернуть несколько к жизни. Но это первые шаги. Может быть, по части работы. Кто-то ищет работу или как вторичный доход, что-то изучает. Пажи, прилежные ученики, и вполне вероятно, это вы изучаете, как работать, может быть, на дому, работать из любой точки мира. Для кого-то из вас дела, связанные с вашими детьми, может быть, даже и взрослыми. Но, в принципе, знаете, этот элемент новизны и одновременно нашего изучения. Может быть, это вы в хобби хотите монетизировать, почему нет? А посмотрите, вы можете в этот период, по крайней мере, до середины августа, разобраться с какой-то путаницей и словно уже сделать шаг в будущее, в новое во что-то, и остаться более чем довольны. У вас очень ресурсный период. Может быть, важные итоги даже подвести. И уже для себя определиться, что вот больше я не буду там, например, ожидать какого-то человека, да, по восьмерке мечей мы, ну, условно, в ограниченном пространстве, есть такое значение, находимся. И не потому, что это кто-то нас вверг. Может быть, оно-то и где-то присутствует, такое значение, какая-то непонятность в отношениях. Но решение-то все равно принимаем мы. И вот есть такая поговорка: никто не будет обманут чем больше, чем готов обманываться, понимаете? Поэтому все равно от нашего мировосприятия, жизневосприятия зависит наше качество жизни. Поэтому попробуй, вдохни какого-то свежего дыхания в свою жизнь, и у тебя все очень быстро получится. Может быть, для кого-то элемент примирения, примирение с детьми, даже взрослыми.
или в какой-то сложной ситуации путаницы. Новый, альтернативный совершенно подход вам позволяет увидеть какую-то проблему или тему с другой стороны. А чего вы не видите? Может быть, и вы, кстати, вот по этому триплету, мои дорогие, должна сказать, есть какие-то отношения, если мы берем сферу личной жизни, все же вторая половина июля, август, они именно для личной жизни могут для многих из вас быть прояснением какой-то истории. И вот вы что-то бы хотели, может быть, и продолжить, но вы сомневаетесь в человеке, может быть, и сами в себе сомневаетесь. Но и вам кажется, я еще подожду, да, ведь мы обычно по восьмерке мечей мы ждем, мы ничего не предпринимаем. И вы где-то ожидаете чего? Обновления отношений. А тогда карта мир будет говорить, что, может быть, в новый формат перейдут отношения. Но уже в прежнем формате это точно не будет. С одной стороны, мир, гармония, эмпатия, прекрасная, шикарная карта. Но ведь эта карта может и говорить точно так же об одном, что прежняя какая-то история, она постепенно подходит, ну, вот в таких неспешных, гармоничных энергиях, она все равно подходит к концу, какой-то итог мы подводим. И у нас нет ни злости, ни обиды уже, нет сожаления. И да мы уже ничего и не ждем, мы просто идем в будущее. И тогда это для вас совершенно какие-то новые фантастические перемены или добрые перемены. Очень символично, надеемся, что вообще обстановка вокруг нас, из какой бы точки мира вы ни смотрели мои видео, но как-то больше будет мира, порядка, покоя, что-то уравновесится. Ладно, стремление как бы к миру. Ну, реалистом быть определенно стоит. Итак, чего же вы не видите, мои дорогие весы? Чего вы не видите? Но тут вы как будто и видеть не хотите, потому что по семерке жезлов мы охраняем свою территорию. Или, ну, буквально, да, мы на своей территории находимся, как вот эта девушка, а вот извне пытаются буквально достать ее вот этими 7 жезлами. А не хочется включаться. Не хочется быть кому-то полезным. Вот, кстати. Не хочется создать себе многозадачность потом, которая для нас вообще ничего не будет значить. По семерке жезлов мы сами где-то готовы защищаться. Но первая защита– это не включение в какую-то тему, вопрос. Мы понимаем, что, может быть, есть у нас такая слабина, мы можем дать себя уговорить. Или словно увлечь каким-то делом, а в конечном итоге потом приходим к выводу, что а нашего-то интереса там не было, там был людской интерес. Вот для вас это как ваше понимание такое может быть. Ну или карта где-то на этом тоже делает акцент. Ладно, чего вы еще не видите? Может быть, и присутствует его величество выбор, но ведь это карта иллюзорного успеха. Не должно быть иллюзий, мои дорогие, вот правда. Может быть, и вам хочется уже больше разобраться, и иллюзии бывают разные. Вот смотрите, вам выпало 2 карты искаженного, по сути дела, восприятия. Семерка чаш– это про розовые очки, а вот восьмерка мечей– это про глубокую философию на мелком месте. И не первое, и не второе, ни со знаком плюс, ни со знаком минус. Нам в реальной жизни абсолютно не помогает. Может быть, и есть какой-то период, вот именно этот этап, на который мы делаем с вами прогноз, когда нужно оттолкнуться от того, чего же вы хотите, мои дорогие весы, чего вы не видите. Вот я хочу сказать, по шестерке чаш в этой колоде это какие-то взаимоотношения, которые, ну вот как ни крути, они будут продолжены. Или это те люди, даже если мы идем вперед, выбираем себя, да, вот мы как бы говорим по семерке жезлов, свою территорию, какие-то свои поставленные цели, задачи. Так вот наши люди, они нас догонят. Ну а тем, кому не суждено, ты сколько ни притягивай, все равно это будет либо восьмерка мечей, либо семерка чаш. Ну и ни туда, и ни сюда. Мы от этого не получаем ни пользы, ни какого-то внутреннего питания в виде приятных эмоций, эмпатии, гармоничных отношений. Поэтому начните действительно с себя. Вот тут вам нужно с самим собой или самой собой определиться, что же ваше сердце, душа просит продолжать. И надо сказать, у нас новолуние в знаке зодиака Лев. 24 июля где-то мы можем чувствовать с 20, как я уже говорила. И нас
энергии, планетарные транзиты заставляют отчасти задуматься, а куда же мы лично идем? О нашем самовыражении, о нашей личной самодостаточности, может быть, где-то и о безопасности, но не о том ни разу, как кому-то с нами хорошо, а прежде вы могли так думать, чтобы все было вокруг гармонично, а тут нет, тут не вокруг гармонично, а чтобы у меня гармония была в душе. Вот это чего вы не видите. Вот понимаете, вы можете где-то ведь всегда риск по семерке жезлов включиться в те дела, вопросы, которые интересны более кому-то, нежели вам самим. Поэтому, мои дорогие, здесь, если есть какое-то общение, ну, не стройте пока грандиозных задач, каких-то планов. Позвольте вдохновиться какой-то дружбой, каким-то общением, но и вот не замечтаться, все-таки не замечтаться, чего вы не видите, понимаете? Развиться позвольте ситуации по максимуму, причем не оказывая на нее влияния, давления, воздействия или на конкретных людей. Может быть, вам и нужно даже несколько так вот, ну не то что замкнуться на себе, но именно собой заняться. И тогда кто именно хочет быть рядом с вами, кто к вам относится искренне, мои дорогие, ведь шестерка чаш в этой колоде, обратите внимание, это именно о искренности и надежности, о верности. Это не тогда, когда человек в нас заинтересован. Согласитесь, сегодня интерес есть, а завтра он куда-то исчез или поменялся. Вот для вас будет очень важно. Это вы сами и надежные люди. И вы как будто можете тут чего-то не видеть. Замечтаться можете. Что в доме? Имеется в виду среда обитания, конкретно место обитания. Для кого-то, посмотрите, 13-й аркан, я надеюсь, все прекрасно понимают, что это не про смерть, перерождение, трансформация. Есть какая-то идея, звезда пленительного счастья. Или вы то, что поставили перед собой какую-то траекторию. Это на дом. У кого-то в плане переезд. Или изменение жилищных условий. Каким образом это сделать? Это старший аркан. С одной стороны, это внешние могут быть события, предпосылки, которые вас вынуждают задуматься как минимум об этом. Потому что не будет что-то как прежде. Ведь это всегда окончание. Поэтому приготовиться, может быть. И даже если были какие-то робкие надежды, и это было связано, ну, предположим, с конкретным человеком, что мы вместе можем построить отношения или куда-то, ну, как я перееду, да, изменю место жительства. Вот тут, наверное, нет. Вот тут все заканчивается в каком-то формате на ближайший период времени. И значит, самое время начать думать о самом себе или самой себе. А может быть, у вас у кого-то ситуация в доме, в семье или в ваших отношениях тоже такая вот где-то не разбери поймешь. Поверьте, тут что-то пытается словно от вас оттолкнуться из прошлого. Именно пытается само. Как будто вам туда и не нужно. А мы не хотим с этим прощаться. Мы хотим еще подождать. Вот что происходит сейчас. А ведь карты нам говорят, а тебе отсюда только вперед. Что там еще в доме? Вот этот бесконечный какой-то пейзаж или, с одной стороны, двойка жезлов, вроде как стабильность, привычный какой-то темп, но можно заскучать в уголке, ничего ж не меняется. Может быть, это вы уже захотите где-то в этот период, который мы с вами рассматриваем, июль-август, изменить что-то дома, сделать жилье более комфортным или рабочее место на дому себе организовать, потому что имеете какие-то планы. По двойке жезлов девушка просто смотрит в окно. Ну, вряд ли что-то меняется. Она сама бездействует. С одной стороны, карта статики. Может быть, для кого-то и необходимо чуть больше разобраться с тем, чего же хотите вы. Решиться на что-то, я вот вижу так. Но решиться, наверное, первый шаг сделать вам сложновато. Хотя, если вопрос касается семьи, мы говорим, да, пусть 13-й аркан. Здесь ведь все же это карта перерождения, трансформация. И вопросы, если мы говорим в паре, если вы сейчас вместе, да, у вас именно семья, м, то я тоже могу предположить, какая-то перезагрузка в ваших отношениях вполне возможна. И карта Луна в 2 старших аркана, посмотрите. С одной стороны,
Карта Луна нас не призывает к какой-то скорости. Нам всегда говорят, как будто с одной стороны, вот посмотрите, обычно в карте две колонны, как будто нужно нам пройти между ними. А здесь у нас волк и шакал. И нам ни к шакалам, ни к волкам, а нам нужно именно где-то между. Понимаете? Отчасти эта карта тоже говорит «держи баланс». Баланс имеется в виду в первую очередь дипломатию. Не все понятно. Пока тебе еще, видимо, не все видно. Ну, как минимум, до середины августа. Позволь действительно ситуации развиваться самостоятельно. Позволь людям проявиться по максимуму. Ты наблюдай и делай выводы. Ты сохраняй себя. Ведь эта карта в первую очередь призывает сохранять себя. Хотя я могу допустить, потому что мы все разные. Один знак зодиака не расскажет о личной истории каждого из вас. А у кого, допустим, в отношениях были какие-то недосказанности или вроде бы вы и вместе, но вот знаете, эта эмпатия, чувственность, она несколько утрачена, то по карте Луна как раз со знаком плюс проходят наши близкие, и когда мы готовы дарить чувства, принимать тоже любовь. Но это тоже все равно идет в каком-то другом формате, мои дорогие. Потому что, ну, вот эта двойка жезлов, ничего ж не меняется, а как будто менять все равно придется. Но это в том режиме или формате, когда вы с собой не рискуете, мои дорогие. Ну, а то, что суждено, оно и должно как бы закончиться. Ладно, что на сердце, давайте узнаем. Это ваши ощущения, ваши мысли, личная жизнь. Что в любви праздник, какие-то предложения, но это может быть для кого-то и когда тройственный какой-то союз, а вам нужно выбирать. Кто-то будет отстраняться, вот наоборот, от этих отношений, которые никуда не ведут. Или какие-то были пустые надежды, кстати, и вы понимаете, нет, тут счастья не построишь. Тут нужно именно начать с того, что же я хочу получить. И выход из лабиринта какой-то у вас тут предусмотрен. Или вот этот выбор, или выход из иллюзий. Вот интересно, а что же еще на личную жизнь? Опять же, нам карты говорят, не торопись. Я должна сказать, по умеренности могут быть не случайные случайности. И хоть нам карта не говорит вот именно об искренней любви, ни одна. Но, видимо, есть и отношения, в которых нужно разобраться. Вот я вижу так. И вряд ли вы тут что-то можете ускорить. Вы можете просто, и вот уже не одна карта нам об этом говорит, как будто чуть-чуть самоотстраниться. И именно этот период использовать во благо самому себе или самой себе. А позвольте тем догнать, кто действительно к вам относится искренне и надежный человек. Тогда вы, ну знаете, как мы говорим, как по судьбе, тогда вы тут ничего не поменяете. Все равно эти люди возвращаются в нашу жизнь. Это не нарушает вашего какого-то гомеостаза. Но, может быть, и не заблуждаться. Вот тут будет важнее, потому что какой-то лабиринт, он все-таки должен быть закончен. И иногда лабиринт заканчивается, когда мы, пусть мы ничего не предпринимаем, но очень настороженно наблюдаем, например. И где-то настороженно наблюдать, говорит аркан умеренности тоже. Вот очень странно, но тем не менее на личную жизнь нет форсирования. Но карта дает совет. Если тебя приглашают в какую-то, может быть, компанию или провести какое-то время приятно, встретиться, ты не отказывайся. Но ни разу не строй планов на будущее или вот каких-то долгосрочных проектов. Сохраняй себя, не пусти себя в тираж, вот, мои дорогие. Помни, что, ну, это только какой-то период. Вот и все. Проживи жизнь какими-то короткими периодами. Может быть, вполне вероятно и так. Да и мы с вами смотрим. Ведь не такой по траектории большое расстояние или период по времени. Середина августа. Где-то так. Ладно, давайте мы с вами спросим следующее. Что в дороге? На перемещение, на поездки, путешествия. А вот смотрите, вы можете оказаться где-то в новом месте. И даже карта говорит, что вот на эту как бы траекторию, это праздник после победы. Вот здесь что-то может получиться. Тут может быть и перезагрузка. Думали переезжать в одно место, а надумаете в другое, кстати.
И пусть это будет сама местность, она как бы одна. Страна, предположим, регион, город, да, или какой-то населенный пункт. Но думали квартиру, а будете покупать дом. Или арендовать, может быть, да. Или перемещаться, переселяться, гостиницы какие-то. Вы что-то тут можете все равно менять. Все-таки вверху у нас аркан в первую очередь перемен. Был интерес, ну исчез. Вот теперь какие-то новые возможности. И все-таки вот, видимо, само по себе обновление вам приносит праздник после победы. Значит, я так вижу, в дорогах где-то могут родиться ценные идеи, встретиться какие-то важные попутчики. Это не значит на всю жизнь, но, может быть, люди нас чем-то обогащают, вдохновляют, или мы просто можем в дороге, понимая, что мы человека видим первый и последний раз, знаете, вот посидеть, поболтать, почему нет, да? Иногда, когда мы наблюдаем за ходом мысли другого человека, и у нас какая-то истина рождается, или зарождается какой-то новый интерес. И ведь это на дороге. А для кого-то, мои дорогие, может быть и правда, на кону стоит серьезный переезд. И если вы что-то такое планируете, то, скорее всего, у вас получится. Что же еще в дороге? Ну, видимо, вообще вам перемещение, и пусть даже ненадолго. Вот этот праздник состоится, когда будет, знаете, как подведена какая-то демаркационная линия под прежними переживаниями. Ведь это карта здорового равнодушия. Это нам никак уже, а прежде был сгусток боли. Это прежде был такое, знаете, это такое состояние, когда израненное сердце. И сделать не могу. И словно мысли, они меня поглощают. Но вот теперь эти раны, шрамы остались, но раны зажили. Сердце уже так не болит. Оно только ноет на погоду, мои дорогие. То есть шрамы остались. Они нам будут помогать, чтобы мы еще раз не споткнулись о каких-то сложных отношениях или о многообещающих людях, или о нашей иллюзии, так ведь тоже бывает. Может быть, и чье-то предательство. Тоже допускаю. Тут у каждого своя боль, у каждого свое разочарование. Но вам именно помогает, мои дорогие, правильно как бы расставить рокировки, свои силы, чтобы вот этот не просто победа, праздник состоялся. И, может быть, не ждать того, кто не придет, а начать какую-то новую историю жизненной пьесы. Или когда отпустить, может быть, человека. Вот интересная личная жизнь, а у вас выпадает на дорогу. Может быть, и строились планы на дороге с конкретным человеком. А в последнее время что-то внезапно поменялось. И такое тоже допускаю. Но у вас-то тоже элемент перезагрузки идет. Не случайно карта трансформации. Не будет как прежде. Но что-то заканчивается. А для тебя возрождение, которое ведет не просто к победам, а к празднику. И вот эти грабли какие-то прежние, да, или в чем-то наша доверчивость, наивность вам теперь помогает. Не, если даже сталкиваемся с подобными людьми или какой-то историей, ситуацией, вы ее видите очень хладнокровно, отстраненно. А когда эмоций нет, чувств нет, тогда мы практически не делаем ошибки. Вот что-то подобное вам помогает как и достичь победы, так и каких-то перемен и праздника. Что у нас еще в дороге? Вы знаете, кто-то может поехать очень далеко, кто-то может планировать все-таки дороги, перемещения, у кого-то работа может быть связанная с интернет, кто-то попросту будет строить карьеру, все же карта Иерофант. Для кого-то из вас в дороге важные знакомства, и неважно, чего они касаются, личной жизни или работы, ведь Иерофант – это учитель и ученик одновременно. Да, это может быть и тот союз, когда дружба, почему нет? Мы друг друга как бы и учителя, и ученики. Какой-то союз может быть продолжен, но этот или начат, например, да, и в последующем он будет продолжен, потому что есть взаимный интерес, но это просто интерес, мои дорогие. Хотя карта может отчасти говорить, если мы на дороге, что вы будете делать какие-то важные согласования. К примеру, для того, чтобы поехать куда-то, да, получать визу, отправляться в инстанции, чиновники, может, к чиновникам, собирать, может быть, пакет каких-то документов для того, чтобы поехать далеко, или что-то просчитывать, продумывать. Но это все рационально. Это все то, что ближе к жизни.
И по иерофанту он нищий не бывает, и одновременно продумывать свою какую-то траекторию по части финансов. Вот здесь у вас все под контролем. И я так вижу, если были какие-то сложные эмоции в виде восьмерки мечей, первой карты, искаженного восприятия, вот вас отпускает какая-то боль. Теперь вы ее видите, знаете, здоровым, именно равнодушием, холодным разумом. Вас это не цепляет уже, отболело, отгорело. Я иду вперед, и у меня своя какая-то траектория. Ваш, по сути дела, путь наверх, вот как-то так. Ладно, что будет дальше? Давайте узнаем. Что будет дальше? Что на пороге? Может быть, это уже где-то август. Что для вас, мои дорогие, весы. Но вы тут немножко сами по себе. Вы, кстати, и можете куда-то отправиться в одиночку. Потому что отшельник, он идет сам. У него своя траектория, у него свой путь. Ему никто не нужен. Вы знаете, что будет дальше? Вы измените внутреннее состояние, внутреннее ощущение. И если прежде вот вам хотелось, может быть, и эмпатии больше, взаимопонимания больше, участия какого-то человека больше в вашей жизни, но какой-то сложный путь разочарования и трансформации вас действительно делает сильнее, но и отшельником. Вот для отшельника, и ведь это что будет? Для отшельника, знаете, это как во главе угла или главный принцип, чтобы мне не мешали. И вот вам никто не будет мешать. И поэтому, да, траекторию мы свою продумываем, куда же мы идем, чем мы будем заниматься. Поэтому все то, что я говорила в течение нашего прогноза, расклада, для вас действительно вроде и период небольшой, что там, середина июля до середины августа, ну так ориентировочно я беру. А тем не менее, это что-то основополагающее, с чем вы определяетесь, которое, возможно, окажет большое внимание на длительный период жизни вашей. Ведь это что будет? Я иду сам. Ну да, тут где-то и карты говорят, действительно тебя догонят твои люди. Ладно, что будет еще? Кто-то из вас может именно заниматься раскрытием своих талантов, творчества, причем в таких холодных энергиях. Вы проходите трансформацию по части того, что кто-то из вас мог быть очень уязвим, потому что вы кому-то верили. И вы были действительно могли быть удобными, потому что вами было легко манипулировать, купить словно на эту эмоциональность. А вот теперь нет. Вот такая глубокая трансформация происходит в вас самих, мои дорогие весы. Вы понимаете, что даже ваша эмпатия или ваше участие стоит денег, например, кто-то вот буквально так переложит, или стоит энергии. Энергия имеется в виду взаимообмен. И если вы откликаетесь кому-то, то это не должна быть игра в одни ворота. Если мы говорим о чувствах, о любви, а не о материализме, тут ведь разные вопросы. Есть и партнерство рабочее, например, по бизнесу, ну а есть и личная жизнь, любовь. Так вот, этот взаимообмен чувствами, он тоже предусмотрен. Это не игра в одни ворота. Один любит, другой дразнится. Вот такая разница, она не может быть. Поэтому, ну, может быть, какой-то период вам совершенно необходимо побыть отшельником, потому что значительно вы благодаря этим холодным энергиям, чтобы никто не мешал. Вот если вы поставите такую цель, вы как маги и волшебники, нет ничего невозможного, особенно по части вашей самодостаточности, достижения побед и улучшения материального положения. Что еще будет? Вам тогда словно ангелы небесные, высшие силы, тут даже в небесной канцелярии как будто прописано, чтобы вы именно прошли этот путь. Может быть, через разочарование, может быть, даже кто-то через предательство, может быть, и предательство близких или тех, кому вы очень верили. По шестерке мечей тут нам ангелы помогают, и это баланс, это равновесие. Где-то его величество случай. И нам говорят, что ты встретишь людей, которые именно вот баланс-то и получается. 6 пентаклей мы можем положить на весы, если мы говорим поровну. С одной чаши весов 3, и с другой тоже 3. Вот для тебя такие люди, они важнее. Или такие связи, такие контакты. Здесь может быть в последующем, что будет.
связь или знакомство, может быть, с нужными людьми. И мы, опять же, в холодных энергиях. Мы тут не поторапливаем ни отношения, ни какие-то контакты. Мы сначала наблюдаем, потому что в первую очередь задача, чтобы мне ничто не мешало. И вот посмотрите, как только вы так начинаете думать, вы немножко сами по себе, кардинально меняется ваша жизнь. Вот так, что будет? И при поддержке высших сил. Давайте карту совет. Ваша жизнь именно сейчас делится на период до и после. Это ваше важное решение, оно должно быть. И его за вас никто не примет, туз жезлов. У кого-то это будет сопряжено еще и с информацией по тузу жезлов, это мы еще и можем услышать какую-то новость. А может быть, это будет какой-то факт, на который мы сначала закрывали глаза, а тут глаза открылись, и мы понимаем, да елки-палки, чего же я жду, на что я надеюсь. Или во что я тут собираюсь вкладываться, в чем участвовать. Вот именно период до и после у вас может проходить, как вот эта жизненная развилка, деля вашу жизнь на период до и после. Но это все от вашего внутреннего возрождения, как вашей внутренней какой-то свободы. Потому что отшельник ведь это независимая личность. Его невозможно купить на лесть. Его невозможно расстроить чьим-то токсичным поведением. Да ему вообще все равно, кто там что думает. Он идет своим путем. И в этом точка. И в этом он силен. И, соответственно, все то, что я говорила. Вот интересный у вас расклад, мои дорогие. Буду благодарна вашим комментариям. Пусть я не всегда отвечаю, но поверьте, я читаю очень внимательно. И мне, это ведь мое вдохновение, ваши комментарии. Потому что, когда я раскладываю, ну, я же не вижу, у кого там что. И подписывайтесь на мой канал. Оставайтесь, мои дорогие весы, со мной. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.